Ну что ж. Итак, Оксана, здравствуйте, Андрей Андреевич. Подскажите, пожалуйста, лечение при тромбофлебите глубоких вен. УЗИ показало признаки перфоральной несостоятельности в области обеих голеней, отекает левая нога в стопе. И подскажите, если УЗИ показало осадок желчи в желчном, беспокоит вздутие живота и периодически отрыжка воздухом, также в гинекологическом мазке по флору обнаружена кишечная палочка колиморфна. Итак, отвечая на данный вопрос, я могу сказать, что вы правильно начали рассматривать само заболевание и сказали о заболевании тромбофлебит. Почему это происходит, с чем это связано? Как правило, вы должны знать, что тромбофлебит, согласно тибетской медицине, является компонентом, который соответствует количеству жидкости, которая находится в организме человека. Считается, что в случае, если у человека появляется тромбофлебит, это говорит о том, что часть жидкости, а именно воды, которую мы употребляем, часть этой воды не усваивается. По каким причинам это происходит? То есть по медицинскому это называется эксикоз. То есть у человека по каким-то причинам не усваивается определенное количество жидкости, которое в дальнейшем должно присутствовать в организме человека. В большинстве своем очень много заболеваний как раз и связано с этим, начиная с сахарного диабета второго типа, ожирения, и продолжать можно до бесконечности. Сюда можно предположительно внести все заболевания атеросклероза и даже заболевания варикозного расширения вен, в том числе тромбофлебита. Давайте сегодня немного рассмотрим данный вопрос и поймем, является ли у нас или имеем ли мы вот такое заболевание, с чем это связано. И как это проявляется? Человек, конечно же, на протяжении всей своей жизни употребляет достаточное для нормальной жизни количество жидкости. Но вы должны знать, что не вся жидкость, которую вы употребляете, она усваивается и находится и используется вашим организмом. Когда жидкость не усваивается и когда ее недостаточно. И что приводит к тому, что жидкость исчезает. Итак, первое, диарея. Жидкий стул. Частый стул, частые позывы к диарее. Второе, это может быть рвота. Дальше это может быть почечная недостаточность. Это может быть активное потоотделение. Это все в комплексе может приводить вас к тому, что вы теряете жидкость. Второе. Такие заболевания, как сахарный диабет первого типа и второго типа, а также такие заболевания, как депрессия, тревожность, повышение температуры тела, которые связаны с эндокринологическими заболеваниями, либо с активностью дофаминовых нейронов, там все равно какой, там, допустим, мезолимбической системы или мезокортикальной системы, или там ацетилхолиновой системы. То есть это не имеет значения совершенно. Человек при любом возбуждении центральной нервной системы может иметь проблемы, которые связаны и с повышением температуры, и с заболеваниями. Это могут быть еще потоотделения, я об этом сказал. Это повышенная температура при гормональных всплесках, таких как недостаточность эстрогенов. Это может быть огромные нагрузки, физические нагрузки, но это могут быть еще и использование мочегонных препаратов. Это может быть банальная аллергия, пищевая аллергия, которую мы не воспринимаем, недосыпание. А также это первое, продукты питания, которые очень активно приводят к повышению выведения жидкости из вашего организма. Вы должны знать об этих продуктах питания. Первое, это сушеные чипсы. Второе, крахмалы. Третье, рафинированный шоколад или шоколад, в котором находится рафинированный сахар. Это углеводы, вернее, с рафинированными сахарами. Особенно глютены, в случае, если они есть. Вернее, не глютен, а глютаматы. Глютамат натрия, то есть это пищевые отдушки, которые часто используют в продуктах питания. Крахмалы, особенно находящиеся в таких продуктах, как чипсы, они могут находиться в кетчупе, могут находиться в майонезе, могут находиться в галина бланка, это кубики куриные, которые добавляются часто в суп. Ну и в своем большинстве продуктов питания, которые мы с привычкой в большом количестве употребляем. Это вареные колбасы, всевозможные сосиски. Все это приводит к уменьшению использования и усвоения глюкозы в нашем, усвоения жидкости в нашем организме. Также кофе, глюкоза, табак, алкоголь, сауна, загар, жаркий период, который находится, недостаточность витамина К2,
недостаточность употребления жиров. Не забывайте, друзья, бывает экзогенная вода, эндогенная вода. Эндогенная вода — это та, которую мы используем, когда мы пьем. Экзогенная вода — это вода, которая формируется из жиров. Вы должны знать, что 100 граммов жира, которые находятся в нашем теле или в нашем организме, способны превратиться в 1 литр, соответственно, жидкости. Именно поэтому в случае, если человек очень часто эндогенные жиры, вернее экзогенные жиры нам могут помочь справиться с недостаточностью жидкости в организме. И тут такой вопрос: Андрей Андреевич, ну неужели недостаточно жидкости в моем организме? Я пью по 3 литра воды. Да, человек может пить очень большое количество воды. Но вы должны понимать, что большое количество воды может не усвоиться. Так, например, при первичном, допустим, заболевании, при опухоли доброкачественной аденоме надпочечников, при первичном заболевании, допустим, есть такая болезнь, называется болезнь Кона, у человека может появляться пониженный альдостерон, что приводит в дальнейшем к тому, что у него уменьшается количество жидкости в организме. То есть увеличивается количество калия, уменьшается количество натрия, или наоборот, увеличивается количество натрия, уменьшается количество калия. И это второе. Очень часто жидкость, она должна выводиться при помощи почек. При почечной недостаточности жидкость задерживается, наш организм ограничивает использование в дальнейшем жидкости.